Привет, друзья! Поговорим сегодня про 10-ю партию нашего матча на первенство мира между Фабиано Каруано и Магнусом Карлсеном. На самом деле, это 10-я партия, я напомню, из 12, вообще-то счет равный. Финиш близок, уже какие-то появились нервы, то есть, мне кажется, вообще развитие этих матчей вот для фаворита, оно обычно так по синусоиде идет, да, то есть ты как-то осторожно более-менее начинаешь, потом где-то освоившись, ты в середине матча пытаешься выиграть, если не получается, на самом деле за 4, особенно за 2 до конца уже игра по возможности успокаивается и в целом уже тайбрейк за счастье, да, потому что права на ошибку больше нет. Но тем не менее, нашим основным дебютом был острейший этот Челябинский, значит снова конь d5. Снова, значит, эта позиция. А4, слон Е7, слон Е2, рокировка, конь d7. И здесь нас ошарашили ходом b4, который мы, конечно, не смотрели. Смешно, я помню тогда Лоран Фрессене, значит, после этого он сказал своим неповторимым французским акцентом, он сказал, что окей, enough is enough, говорит, я заточу все ходы. И чувак просто здесь, значит, вот после конь b8 включил движок и что-то вывел на экран, по-моему, там, я не знаю, там линий 12 примерно. И среди них, кстати, в частности, смешно, был очень интересный ход g4, который реально имеет большой довольно смысл. И, это реально классная идея, да, люди там ее заиграли там через какие-то годы, может вообще там типа лет 5. Но просто смешно, мы с Фаби обсуждали совсем недавно это, я ему рассказал эту историю, я говорю, что вот мы b4 не знали, я говорю, прикинь, что мы g4 нашли, типа, уже по ходу этой вашей партии, просто от нервов. Он говорит, смешно, а я, говорит, g4 нашел через 2-3 года после матча только. g4 сейчас действительно какие-то появились партии, действительно интересный ход, меняет он немножко тут как бы динамику борьбы, то есть белые скорее там этого коня вернут на e4, слона на d3 поставят, будут пытаться играть на королевском, черные там тоже, несмотря на это, наверное, проведут f5. В общем, такая забавная история, что Фресс психанул, и, в общем, из этого психоза была найдена действительно хорошая идея. А, значит, в партии, да, b4, сейчас люди тут играют либо b6, a5, a6, вот так, либо как-то a6, конь a3, b6, тоже неплохо. То есть вот здесь можно ходить b6. И как-то конь c4, опять к очень странным позициям это ведет. b5, f5. Тогда еще компьютеры не до конца понимали, как это интересно за белых. То есть с одной стороны вроде какая-то пешка c такая потенциально слабая остается. С другой стороны какая-то слабость появилась. Белые там f4 начнут играть много где. Да, в этой позиции. То есть в общем есть плюсы и минусы. Но Магнус партии пошел a6, конь a3, a5. Это, наверное, самая логичная по-человечески реакция. К сожалению, не уравнивает. С другой стороны, позиции тут, конечно, настолько сложные, что по большому счету, если белые знают только оценку, дает им это не так много. То есть партии, первые несколько ходов Фаби знал. То есть, конечно, a6, конь a3, a5, безусловно, в перебор попало. То есть бал ладья бьет a5 он сыграл. Конь c4, ладья a8, слон e3 по первой линии он сыграл. Магнус сделал самый естественный ход f5. Опять вот Фабич пошел более-менее быстро, я думаю, знал. f4, слон b6, ферзь e8. Бить на b6, конечно, черные пока не хотят. И вот здесь Фаби задумался, и на самом деле, вот он ход сделал логичный, да, но у черных уже становится нормально. То есть на самом деле здесь надо играть вроде бы ладья e1. Компьютер советует, но это требует расчета массы вариантов, главное из которых, например, чтобы пойти ладья e1, то есть главная идея в том, что на e4 белые наметили жертву слон h5, g6, ладья бьет e4 и на gh ферзь e1. Причем даже здесь на самом деле вариант продолжается, конь e5, конь бьет e5, но теперь de ладья бьет e5 и потом d6 действительно совсем плохо. Но после слона f5, как-то ладья e2, слон f6, как несется линия дальше, конь d3, ферзь d7, ладья b1, f3, ладья e3, на самом деле даже эта позиция, как бы белые типа отбились, у белых лучше, но это и как бы не то, что у белых выиграно, то есть, в общем, партия продолжается, это белые сделали очень много ходов по первой. И вот идея ладья e1 как бы именно в этом, то есть это такая профилактика против e4. Фаби в партии сыграл ладья a3, последовало ферзь g6, e4 тоже было интересно, слон d4-то, наверное, он бы ходил. Ферзь g6, еще один, кстати, плюс хода ладья e1 был в том, что при ладье на e1, да, здесь на ферзь g6 можно сыграть слон d3.
Хотя и это на самом деле, ну тоже там ферзь А6, то есть там как бы не то, что черные сдались. Вот, ну короче, да, в партии было ладья А3, ферзь G6 и слон C7 Фаби сыграл, очень принципиально. Наш пошел Е4, тоже очень логично, грозит F3, король H1. Ну вот здесь началась безумно интересная стадия партии. В принципе, я вообще считаю, что это лучшая партия матча. Ну так, мне кажется, многие на самом деле считают, да. Магнус здесь пошел b5, ну вроде сильнее ходить как-то ферзь h6, но сильнее не намного. То есть идея хода ферзь h6 в том, чтобы на ладья h3 пойти ферзь f6, и как-то, что мы загнали ладью, там нет хода умнее, чем ладья a3, и может быть мы конь e5 пойдем. Но даже не очевидно, что ферзь на f6 здесь, да, стоит сильно лучше. Вот, а вторая идея, что на ладья g1 все равно ходить b5. Поэтому, ну реально в партии было король h1, b5, b5 ход отличный, как бы задает белым вопросы. Теперь действительно АБ неудачно, кстати, не очевидно, мне кажется. Вообще, ну классно реально играли, что здесь взяли f3, g, fe, слон f3, конь e5, это не какой-то мат сразу. Но просто после слон g2, ферзь h6 у черных мощнейшая инициатива, там слон c7 в офсайде, начинает грозить конь g4, у черных все фигуры включаются в атаку. Но так все-таки отдали 2, там живая пешка b6, то есть так это оценить, мне кажется, задача не из простых. Но, тем не менее, да, оба оценили, значит, Магнус пошел b5, значит, Фаби не забрал, пошел конь b6, это правильно. Взяли. Теперь, ну, лучше было b4 начинать, Магнус в партии сыграл ферзь g5. Опять же, проблема этого в том, что типа надо было побить на b5. Ну, на самом деле, вот покажите мне человека, который там в матче на первенство мира уверенно бьет на b5, ладья f6, ладья e1, да, ладья g6, слон f1, слон f5. И тут на самом деле, ну, очень тревожно белыми, там один ход a6, например, уже ладья a6, там страшная атака. То есть, объективно, тут у белых как-то супер точными ходами единственными типа лучше, причем не то, что выиграно, а лучше. Но, конечно, очень это страшно все. И, в общем, люди так, мне кажется, не играют. Ну, может, Гукиш так бы пошел, но Гукиш вот и есть чемпион мира. В принципе, не без оснований. Ну, в партии как бы Фаби сделал ход g3, такой более, мне кажется, контролируемый. b4 Магнус включил, чтобы на b5 не висело, ладья b3. Теперь, ну, f3 и слон h3 примерно равноценно, но довольно логично Магнус пошел слон h3 по-человечески, потому что если здесь ходить f3, то после слон b5 как-то ладья f6 белые сыграют ладья e1. Тут штука в том, что после слона h3, если пойти ладья e1, то слон f6 дает черным перевес. Слон h3 как бы вынуждает ладья g1, так в партии было. Но ладья g1 вроде вынудить хочется. То есть с точки зрения компьютера слон h3 и f3 примерно равноценно, но гораздо логичнее, мне кажется, слон h3 пойти. Теперь он пошел f3. Теперь, если белыми как-то нагло все-таки поверить в мечту, пойти там слон b5, типа ладья f6, a6, то после ладья h6 там белые должны получить мат в итоге. Тут красивая штука, что если слон e3, то ферзь h5, слон бьет h6, слон g2 шах, ладья бьет g2 fg, тоже шах, и черные ферзя на d1 заберут в конце. Поэтому слон f1 было, это правильно, взяли, ферзь бьет d5. Ну, на самом деле тут дым так чуть-чуть рассеялся, да, то есть на самом деле позиция плюс-минус подравнялась, белые забрали на b4, можно так как бы приглядеться слегка, как бы всего поровну. Ну, наверное, все бы взяли скорее черных, то есть как-то там ферзь e6, все-таки у белых этот король немножко слабый, черные где-то d5 могут ходить, но на самом деле за счет пешки А у белых абсолютно нормально. Теперь, ну, можно было ферзь b5, Фаби пошел, ладья b5, тоже на самом деле нормально. Магнус, ну, реально вот это все оценку не изменило. То есть Магнус, мне кажется, на этой стадии матча уже начал играть как Фаби на старте, да, то есть он уже решил, что b4 был неприятный сюрприз, какая-то сложная партия, явно можно пойти там слон d8 поменять, что слонов сделать ничью. Может, есть какие-то ходы чуть понаглее, но по большому счету у белых явно нормально, и тогда почему бы просто тупо не сделать ничью и не снять черную. Ну и последовало слон d8, слон бьет b6. Ну, это так, немножко как бы трусливенько, но реально была позиция равная, и слон d8, слон бьет b6, АБ, как бы визуально вроде для белых позитивные изменения, но реально просто ничья. То есть черные все ими навалятся на b6, белые все ими защитят, пешку b6 на какую-то одну черную пешку можно будет поменять.
И ничья будет не за горами. То есть вот было ферзь Е3, ферзь С4, ладья Б2, ладья Б7, ладья D1 как бы напал на D6 Фаби, ферзь Е2 форсирует размен ферзей. Взяли, черные поставили D5. То есть у белых, да, это действительно проходная, но черные просто все именно нападут на нее, сейчас король подойдет. И реально партия заканчивается. Более того, тут комментаторы как-то по ходу считали, что если кто-то и может играть, то скорее черные. Ну вот на самом деле Фаби правильно, король H2, G4 пошел, короля вывел. Значит, ладья C6, ладья A6, король E5, король G3. Вроде выглядит так, что как бы скорее белый в пате легком, но на самом деле, ну, это так немножко условно, там в крайнем случае можно пойти ладья A5, там, да, сдать пешку, пойти C4. Магнус пошел H6, как бы с идеей G5, конечно, белые поставили H5. И вот здесь он, кстати, немножко наиграл, ну, то есть надо было, как бы, грубо говоря, просто предлагать ничью. Он в партии пошел король D4 и подземнул ладья B5, то есть неожиданно какая-то немножко нежелательная для черных динамика началась, как начинает пограживать ладья A4, C4. Он, я думаю, просто зевнул, что на ладья B C2 есть ход ладья A7. Или какой-то там другой ход есть на ладья B2. Какой здесь ход на ладья B2? Ну есть ход ладья A5, конечно, да. В этом проблема. Поэтому как-то пришлось что-то решать. И вот Магнус, но это его всегда была сильная сторона, что он очень быстро понял, что ошибся. Смирил гордыню и просто всеми пошел обратно. Даже с отдачей пешки. То есть он пошел ладья D6. Ладья A4, король E5. Ладья b4, то есть белые довольно удачно перевелись, грозит c4, черные ушли, c4 белые все равно сыграли, но как бы теперь это просто размен, мы забрали на b6, там сдали на e4, сдали на f3, и на самом деле 3 на 2, даже 4-ладейные, в принципе, довольно простая ничья. Наверное, если белые хотели играть там ладья f4, надо было ходить, но по большому счету это битая ничья, Фаби даже пробовать не стал, то есть он просто поменял ладьи, забрал на f3 и предложил ничью. Очень сильная партия, то есть на самом деле очень сильно играли. Магнус, да, как бы продемонстрировал, что несмотря на дебютный сюрприз, там реально вот лучшая позиция белых была сразу на старте, да, вот когда Фаби пошел ладья 3 вместо ладья Е1. И дальше в этой очень сложной позиции, то есть у белых был король в опасности, потом у белых была какая-то проходная, как будто черным было тревожно. На самом деле очень здорово играли, куча неочевидных решений, там от Магнуса это жертва b5. Да, там Фаби, как тоже там король H1, ладья H1 не испугался пойти. В общем, реально вот эта партия действительно супер такого, супер чемпионского уровня с обеих сторон. Вполне заслуженная ничья. Оставалось 2 партии. Напряжение, в общем, росло, если еще было куда расти. И о последних 2 партиях, друзья, мы поговорим в следующем выпуске.